Всем привет! С вами Илья Тек. В игре Cyberpunk 2077 много разных отсылок, пасхалок и, конечно, секретов. Среди них вполне очевидные и незаметные. На фильмы, игры и аниме. Именно поэтому сегодня в ролике я вам их все и покажу. Присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ну, поехали, посмотрим на все эти пасхалки. В переводе на этом вот месте можно обнаружить пасхалку к фильму Гарри Поттер, а именно к платформе 9,3. На стене будет нарисовано граффити «Платформа 69,3». Женский череп с кистями, указывающий на определенное место, с надписью, которая переводится как «Ударься здесь». Именно проходя сквозь эту стену, Гарри Поттер и попадал с обычной станции на волшебную, с которой можно было попасть в Хогвартс. Экспресс до Хогвартса. В пустоши Найт-Сити можно найти заваленную пещеру от взрывов, в которой будут лежать тела бандитов группировки Духи. В той же пещере можно найти дневник Томаса Старка, который был инженером Милитеха. В нем он рассказывает о том, что его похитили духи, с требованием сделать для них несколько боевых снарядов. Но вместо этого Старк сделал себе экзоскелет с металлической броней для того, чтобы выбраться из плена. Такой же сюжет можно было увидеть в фильме «Железный человек», когда Тони Старк делал себе экзоскелет с металлической броней для того, чтобы он смог сбежать. В одном из каналов Найт-Сити можно обнаружить разбитый грузовик и мотоцикл с двумя трупами. Одно тело явно принадлежит человеку, а одно роботу. Видимо, Т-800 все-таки не получилось спасти Джона Коннора. Поблизости можно отыскать архивный диалог с Арнольдом Блэком и Тексом, в котором говорится, что им нужно было спасти жизнь Джимми Коннору. Это явная отсылка к фильму «Терминатор», где была похожая ситуация. Красная или синяя таблетка после возвращения Ви от Риппера Виктора. Мисти нам даст две баночки с таблетками, одна будет красной, другая синей. Это классическая отсылка к культовой сцене с выбором Нео из первой Матрицы, где Морфеус предлагал выбор между красной и синей таблеткой. Но еще более очевидная отсылка к этой сцене будет в сюжетной ветке Джонни Сильверхенда под названием «По следам прошлого», где Ви даст контроль над своим телом для метода поиска информации. В один момент перед Джонни появится человек, предлагающий выбор между красной таблеткой и синей. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Мистер Сильверхенд. Похожую фразу мы могли слышать в фильме «Матрица», когда Нео находили агенты. Только они говорили «Мистер Андерсон». Джонни, ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхенд, пойдешь с нами. Мистер Андерсон, вы получили мою посылку? Да. Отлично. Оружие, много оружия. Если мы посмотрим на эту рекламу, то она очень похожа на сцену из фильма «Матрица», когда Нео и Тринити выбирали оружие для того, чтобы спасти Морфеуса. Но слоган этой рекламы другой. Шмотки, много шмоток.
Рядом с клубом «Тяжелые сердца» есть заброшенное здание. Если мы туда проберемся, то мы увидим телевизор, пару кресел и тумбу, на которой лежат 2 таблетки. Этот интерьер очень похож, как показано было в фильме. При подключении к терминалу в финале Ви оказывается в лифте. Выходя из него, мы можем увидеть кошку. Если мы поднимемся по лестнице, то увидим еще одну. Это отсылка к дежавю из «Матрицы». Дежавю. Что ты сказал? Ничего, просто дежавю. Что ты видел? В чем дело? Прошла черная кошка, за ней другая такая же. А может, та же самая? Может быть, не знаю. Свич, Апок. Один из работников упал с карниза, при этом у него можно найти переписку разговора по телефону. По этой переписке можно понять, что это отсылка к фильму «Матрица», когда Нео пытался сбежать от агентов под руководством Морфеуса. Открывай. По лесам выберешься на крышу. Ну нет, не пойдет. Это безумие. Из здания 2 выхода. Один через крышу, другой охраняется. Ты рискуешь в любом случае, решай сам. Бред какой-то. Как же я вляпался? Что я сделал? Непонятно. Как же так? Мне конец. Черт. На крыше дома Ривера Уорда можно найти пиццу. Это явно отсылка к сериалу «Во все тяжкие», когда герой, поругавшись с женой, швырнул пиццу на крышу. В пустоши можно найти холодильник. Рядом с ним будет лежать шляпа и труп с одеждой, похожего на Индиана Джонса. Это отсылка к Индиану Джонсу, который прятался в холодильнике. Фоторежим — это то место, где Ви может принимать разные позы. Именно там множество разных отсылок и пасхалок. Я вам их сейчас покажу. The way I got you on the run, I hear you say let's fuck all night. Feeling something better, I might fuck her if I'm feeling tight, right? Got me feeling something, then I need to get that itch scrap. Turn around and get to preppy, yeah. When I bad bitches always have to keep their hands wet. We're too slick, I like to glide. Pick a skate on a bitch, turn around, she likes to ride. Is she cute? Yeah, she might. She a baddie for the season or a baddie for the night. She tore it, look at that slime. That sucks with daddy wine. Every inch she moves what's mine. She's for the streets, bitch. She's for the streets, bitch. She tore it, look at that slime. That sucks with daddy wine. Every inch she moves what's mine. She's for the streets, bitch. She's for the streets, bitch. В игре есть отсылка к фильму «Брат 2». На диване сидят 2 охранника и воспроизводят диалог, как в фильме, что вся сила в правде. Я вот думаю, что сила в правде, а не в деньгах. У кого в руках правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чё, ты сильнее стал? Слышь, задолбал проповедями. Не стал. Вот тебе и ответ. Ты обманул, правда от тебя ушла и сделала обманутого сильней. В пустоши есть туннель. Если мы примерно немного проедем вперед, то мы увидим грузовой контейнер с Бэтмобилем. Но вы не переживайте, если вы в него сядете, то он будет автоматически ваш. 3 ракушки или как ними пользоваться?
Эту отсылку можно найти в квартире Ви в туалете, когда у него вместо туалетной бумаги будет 3 ракушки. Это прямая отсылка к фильму «Разрушитель». На рынке, где София продает оружие, если обойти ее прилавок, то можно увидеть ящик с оружием и с надписью «For Mr. Wick». В одном из квестов мы встретим Сергея, он нам расскажет об одном убийце. Он выглядел нормально, но самое главное, он был с собакой. Это отсылка к профессионалу своему делу Джону Уику. Чем ты насолил тигриным когтям? Да так. Недоразумение вышло. Бывает. Да мужик был на вид вообще обычный. Бородка, коричневые ботиночки. Ну, ничего такого. Брестейкинг. Да еще с собакой этой, господи. Ну какой киллер станет везде таскать за собой собаку? И ты его застрелил как бы по недоразумению. Да хуже. Честно говоря, гораздо хуже. Все, хватит ни к чему об этом болтать. На крыше отеля Advocate есть отсылка к Рою Батти из «Бегущей по лезвию». Заходим в отель и на лифте поднимаемся на 42 этаж. Автоматически наступит ночь и начнется дождь. При этом будет играть грустная музыка, похожую как из «Бегущей по лезвию». Подойдя к краю крыши, мы можем увидеть Роя Батти. Склонив голову, он будет держать голубя. Хотя если его просканировать, он будет написан как неизвестный. Coyoca, todo lo que necesitas para la fiesta de quinceañera de tus sueños. ¡Nicola! ¡Saborea el amor! Спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до самого конца. Если понравился ролик, то поставь лайк, подпишись на канал, не забывай про колокольчик. У меня еще готовится 2 части по этой теме, просто надо немножко подождать, и они будут у меня на канале. С вами был Илья Тер, увидимся в следующем ролике, всем пока-пока.